Приветствую всех, кто заинтересовался моим проектом. Для зашедших на мой канал впервые расскажу, что недавно я запустил новую платформу, основу для гитарных педалей с хорошим звуком. В основе ее аудиочасти лежат модули Audio ACP PCM1808 и Audio CAP PCM5102. А для вычислительной части я выбрал плату Blackpill с микроконтроллером STM32F411 на борту. Ссылку на большое видео по запуску этой платформы вы найдете в описании и комментариях. Это видео я записываю, чтобы отсылаться к нему в комментариях и не отвечать на одни и те же вопросы снова и снова. Если ваш вопрос не разобран в этом видео и он задан по существу проекта, наверняка я вам на него уже ответил. И первый вопрос: какую именно плату покупать? Для этой платформы подойдет плата Blackpill с микроконтроллером STM32F411 CEU6 без дополнительной микросхемы флеш-памяти. В нашем проекте она не понадобится, а помешать теоретически может, да и нет смысла переплачивать. Второй вопрос: почему именно Blackpill? Почему не что-то более серьезное и производительное, например, ADAO, G4 или H7? В исходном видео я упоминал габариты модуля Blackpill и возможность пихнуть макетку корпус 112 на 60 мм. Сейчас расскажу о других причинах. Цена. Я хочу, чтобы люди повторяли мою конструкцию. Учитывая цены на дешевые народные процессоры типа Sony Cake и Tank G, самоделка должна быть совсем уж копеечной, чтобы даже у начинающих был стимул ее повторить. Или в ней должно быть что-то уникальное, чего нет у китайских педалек. До этого мы пока не доросли, но надеюсь дорастем. Впрочем, у танка нет даже тапалки темпа, и реверс дилей вряд ли бывает у дешевых процессоров. Обучение по сравнению с ADAO и Sigma Studio. Мне хочется, чтобы зрители не только повторяли конструкцию, но и учились вместе со мной программировать эффекты. Иначе я давно бы уже сделал все, что хочу, и просто показал бы результат. А в Sigma Studio зрители в лучшем случае научатся соединять готовые блоки связями, не особо вникая, что там происходит внутри и как это работает в самом процессоре. Богатство периферии по сравнению с ADAO. Так как ADAO это настоящий DSP-процессор, то у него не самая богатая периферия, и даже нет банального USB, и не всегда есть встроенный в отладку программатор, а ST-Link при этом стоит 100 рублей. Почему не G4? Комментаторы помогли мне разобраться, чем хороша эта серия микроконтроллеров в плане аудио. При беглом изучении информации на сайте STM это было совсем не очевидно, но встроенные ACP с оверсэмплингом у G-серии все равно будут хуже нашей PCM1808. Из по-настоящему полезных фишек у G4 есть CCM-память и ускоритель математики, в том числе тригонометрических функций. Но для нашего проекта эти преимущества не являются определяющими. Эффекты, которые я хочу сделать, вытянет EF411. Почему не H7? Очень даже H7. В будущем я планирую собрать эту же платформу на этих же ACP и CAP, но на более производительном STM32H723. Кажется, из доступных на маркетплейсах модулей он самый производительный. Но не торопитесь бросать этот проект ради будущего на H7. Из новых эффектов там планируются только требующие больших вычислительных ресурсов, перегруз и плеер импульсов. Остальное перейдет из этого проекта в практически неизменном виде. По крайней мере, я так планирую. Корпус педали на H7 будет больше, 120 на 94 мм. В маленький вся электроника уже не влезет. На мой взгляд, это тоже минус. И третий вопрос, который я сегодня рассмотрю: почему нет предусилителя? В видео я говорил, что схема пока не полная и не хватает еще многих ее частей. Готова вся часть схемы, относящаяся к аудиоканалу, которая позволила проверить качество звука и продемонстрировать его вам. Возможно, надо было уточнить про предусилитель. Он обязательно будет. И я уже выбрал операционный усилитель, который не должен сильно испортить звук. Кстати, ваши комментарии в этом тоже помогли. Так что не забывайте их писать и к этому видео. А также подписываться и ставить лайки. Это мотивирует меня на выпуск новых видео. А на этом на сегодня все. Всем пока.